На окраине маленькой деревни, расположенной в самом сердце джунглей Южной Азии, жил человек по имени Адриан. Устав от шумной городской жизни, он решил поселиться в уединенном месте, вдали от цивилизации. Каждый день Адриан исследовал окрестности своего нового дома, наслаждаясь покоем и красотой дикой природы. В один жаркий летний день, когда солнце пробивалось сквозь густую листву деревьев, Адриан услышал странный звук. Это был приглушенный крик, который казался исходящим из самых глубин джунглей. В этом крике были смешаны паника и отчаяние, что заставило Адриана почувствовать холодок. Он остановился и прислушался, пытаясь понять, откуда исходит звук. Казалось, что он доносился из-за старого и скрученного баньяна рядом с болотистой местностью. С каждой секундой крики становились все громче и отчаяннее. Движимый любопытством, Адриан оставил свой рюкзак и направился к звуку. Его сердце забилось сильнее, когда он пробирался сквозь густые кусты. Влажный воздух джунглей затруднял дыхание, а острые ветки царапали его одежду. Но он продолжал идти. По мере приближения к баньяну кустарник становился реже, а крики все более отчетливыми и пронзительными. Наконец, пройдя сквозь последние заросли, он увидел сцену, которая глубоко его потрясла. В затопленной впадине леса, образованной из-за недавних сильных дождей, изо всех сил боролся за жизнь молодой тигренок. Его попытки оставаться на плаву становились все слабее. Глаза тигренка были широко раскрыты от страха, пока он старался держать голову над поверхностью мутной воды. На мгновение Адриан застыл, оценивая ситуацию. Он знал, что тигры опасны, особенно когда напуганы, но также понимал, что если не вмешается, тигренок наверняка утонет. Быстро осмотревшись в поисках матери тигренка, он не заметил никаких признаков ее присутствия. Решив немедленно действовать, он осторожно подошел к краю воды, снял обувь и закатал рукава, готовясь войти в грязный пруд. Его сердце забилось быстрее, когда он вступил в холодную и вязкую воду, вызывая сильные волны с каждым шагом. Вода оказалась глубже, чем казалось на первый взгляд. Она быстро пропитала одежду Адриана и холодила кожу, но он не мог отвести глаз от тигренка. Медленно протягивая руку, Адриан попытался успокоить испуганное животное мягким голосом. «Спокойно, малыш, я здесь, чтобы помочь тебе». Тигренок, почувствовав присутствие человека, как будто немного успокоился, и его панические движения замедлились по мере того, как Адриан приближался. Наконец, оказавшись в пределах досягаемости, Адриан осторожно погрузил руки в воду и поднял тигренка. Маленький тигр был на удивление легким. Его маленькое тело дрожало от холода и страха. Адриан прижал его к груди, стараясь согреть и успокоить его. Медленно и осторожно он начал возвращаться на берег, неся свою драгоценную ношу. Оказавшись на берегу, Адриан осторожно положил тигренка на землю. Он был мокрым и испуганным, но, похоже, невредимым. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, Адриан задался вопросом, где могла быть мать тигренка. Он огляделся и заметил слабое металлическое мерцание среди густой растительности. Подойдя с осторожностью, он увидел ужасающее зрелище. Мать тигра была поймана в жестокую ловушку. Ее задняя часть была зажата в железных челюстях капкана, прикованного к стволу дерева. Она боролась, пытаясь освободиться, но каждое движение, казалось, причиняло ей еще больше боли. Ее глаза были полны паники и отчаяния, пока она пыталась дотянуться до своего детеныша. Сердце Адриана сжалось от боли при виде этого.
Наконец он понял, почему тигрица не смогла спасти своего детеныша, а она сама была поймана, неспособная помочь. Теперь ее отчаянные рычания были наполнены тревогой и болью. Адриан знал, что должен действовать быстро. Он не мог оставить тигрицу в таком состоянии, но освободить дикого и раненого хищника было чрезвычайно опасно. Он начал изучать капкан и замок, думая о том, как освободить тигрицу, не причинив ей еще большего страдания. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, Адриан услышал хруст сухих листьев и приглушенные голоса, которые приближались. Его сердце застыло, когда он понял, что кто-то идет прямо к ним, вероятно, те, кто установил ловушку. Адриан быстро огляделся, ища место, где можно спрятаться. С тигренком на руках Адриан понимал, что встреча с незнакомцами в такой ситуации могла быть крайне опасной. Действуя быстро и решительно, он осторожно спрятал тигренка в густых кустах, убедившись, что его не будет видно случайному прохожему. Затем он занял такую позицию, с которой мог наблюдать за приближающимися людьми, оставаясь незамеченным. Вскоре из-за деревьев появились двое мужчин в грязной поношенной одежде. У них на плечах были ружья, а также несколько капканов и цепей. Они тихо разговаривали между собой, не подозревая о присутствии Адриана. Когда мужчины подошли к месту, где была поймана тигрица, Адриан услышал их разговор. «Посмотри на эту тигрицу», — сказал один из них. «Какой отличный трофей! Шкура такой тигрицы могла бы принести хорошую цену. Адриан почувствовал, как внутри него поднимается волна гнева. Он понял, что это были браконьеры, охотившиеся на диких животных ради наживы. Но что он мог сделать? Он был один, безоружный, а они вооруженные и явно очень опасные. Пока Адриан лихорадочно обдумывал свои варианты, браконьеры приближались к тигрице. Она зарычала и попыталась напасть на них, но цепь крепко держала ее. Все. Один из мужчин достал ключи, вероятно, чтобы открыть капкан. В этот момент Адриан понял, что у него есть шанс, и если бы он смог отвлечь браконьеров, то мог бы освободить тигрицу. Он взял маленький камень и бросил его в кусты на некотором расстоянии от того места, где был спрятан тигренок. Шум привлек внимание браконьеров, они резко повернулись и подняли свои ружья. «Что это было?» – прошептал один из них. «Пойди, проверь», – ответил другой, кивнув в сторону источника звука. Пока один из браконьеров отправился проверять кусты, Адриан воспользовался моментом. Он быстро и тихо приблизился к оставленному снаряжению и взял тяжелый гаечный ключ, которым можно было открыть капкан. Сердце Адриана билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Он знал, что у него было всего несколько секунд, прежде чем браконьеры вернутся. Он быстро, но осторожно приблизился к тигрице. Животное смотрело на него с недоверием, но, казалось, понимало, что этот человек пытался ей помочь. Адриан заговорил тихим и успокаивающим голосом, пока возился с замком капкана. «Спокойно, девочка, я здесь, чтобы помочь тебе. Потерпи немного. Наконец, спустя несколько напряженных секунд, замок поддался, и капкан открылся, выпуская тигрицу на свободу. На мгновение она застыла, словно не веря в свою свободу. Затем, слегка хромая, сделала несколько шагов вперед, не сводя взгляда с Адриана. В этот момент браконьеры вернулись. Увидев свободную тигрицу и Адриана с гаечным ключом в руках, они замерли, но лишь на мгновение. Один из них поднял ружье, нацелившись на Адриана. «Идиот! Ты знаешь, сколько стоит этот тигр?» – прорычал браконьер.
Адриан понимал, что оказался в смертельной опасности. Он медленно поднял руки, пытаясь показать, что не представляет угрозы. «Послушайте, давайте просто уйдем. Никто не пострадал, и все можем разойтись, точка». Но браконьеры были в ярости. Они направились к Адриану с лицами, искаженными от злости. «Ты испортил нам охоту», — сказал второй браконьер. «Теперь ты за это заплатишь, точка». Адриан осознал, что его положение было безнадежным. Он был безоружен перед двумя вооруженными людьми и не мог надеяться на помощь. Он закрыл глаза, ожидая худшего, но внезапно воздух разорвал мощный рык. Тигрица, которую все считали ушедшей, прыгнула между Адрианом и браконьерами. Ее глаза горели яростью, и она заняла защитную позицию перед человеком, который только что ее освободил. Браконьеры в ужасе отступили. Они не ожидали, что раненый зверь будет защищать человека. Тигрица сделала угрожающий шаг, и этого было достаточно. Браконьеры развернулись и бросились бежать, спотыкаясь и падая, стараясь как можно быстрее уйти от разъяренного хищника. Когда звуки их шагов стихли, тигрица обернулась к Адриану. Их взгляды встретились, и в этот момент между ними возникло молчаливое понимание. Тигрица слегка наклонила голову, словно в знак благодарности, и направилась к кустам, где был спрятан ее тигренок. Адриан остался стоять, наблюдая, как тигрица нежно толкнула тигренка, призывая его следовать за ней. Вместе они медленно исчезли в глубине джунглей, оставив Адриана одного с его мыслями. Это событие оказало глубокое влияние на Адриана. Он понял, что даже в своем стремлении к одиночеству не мог игнорировать проблемы, с которыми сталкивается дикий мир вокруг него. С того дня он стал внимательнее относиться к своему окружению, стремясь найти баланс между желанием одиночества и необходимостью заботиться о мире, который его окружает. Адриан начал чаще общаться с местными жителями и проводить больше времени в джунглях, внимательно наблюдая за природой и прислушиваясь к звукам леса, всегда готовый прийти на помощь, если это было нужно.